Здравствуйте, друзья! С вами печное дело семьи Бабиковых и я, Бабиков Евгений. Сегодня мы заканчиваем нашу работу над реконструкцией камина, и здесь с нами произошла очень интересная история. А прежде чем расскажу вам о ней, напомню, если наш канал интересен и полезен для вас, не забудьте на него подписаться и также оценивайте нашу работу и поделитесь своим мнением о ней в комментариях. В далеком 2000 году мы построили кассетный камин со стандартной сборной облицовкой. И все было замечательно, но в прошлом году наши заказчики решили поменять весь интерьер и вследствие этого поменять и облицовку на классическую изразцовую. Они сразу вспомнили о нас, но в начале нулевых поменялись операторы, в связи с чем пришлось поменять все номера телефонов и контакты были утеряны. И таким образом наши клиенты пошли от обратного. Они начали искать исполнителей по производству классической печной керамики. Надо добавить, что мы тоже занимаемся производством печной керамики, но не в таком классическом виде, как это требовалось здесь. Так уж сложилось, что признанных мастеров этого дела в Петербурге не так уж и много. И со всеми ними мы так или иначе знакомы. Проанализировав все предложения, наши клиенты обратились именно к той компании, с которой мы уже на протяжении более 10 лет плотно работаем по данному направлению. Ну что ж, мы уже недалеко от объекта, поедем показать вам нашу работу вживую. Ну вот мы и у камина. Что мы здесь сделали? Мы разобрали старый камин, он был абсолютно технически исправен, и собрали новый, уже с новой изразцовой облицовкой. Также мы сохранили топку, отреставрировали ее и покрасили специальной краской от завода-изготовителя непосредственно данной кассетной топки. Проект изразцовой облицовки был разработан специально для этого камина нашими партнерами-изготовителями. Изразцы – это ручная работа. Каждый из них вручную покрывается глазурью, а затем обжигается в муфельной печи. В этом случае вместо конвекционных решеток были изготовлены специальные изразцы с отверстиями для обеспечения режима конвекции. Снизу заходит холодный воздух, он также подается в топку на горение, а сверху выходит уже горячий. Такие решетки располагаются по обе стороны камина. Вот такие занимательные истории порой случаются, когда занимаешься своим делом вот уже третье десятилетие. Друзья, обращайтесь к нам, и мы выполним любое ваше пожелание по всему спектру печных работ. С вами было печное дело семьи Бабиковых и я, Бабиков Евгений. До новых встреч!